Ребятушки, всем привет! Очередные новости. Значит, по поводу вывода российских войск с территории Чернобыльской станции. Я опубликовал вчера в сообществе официальный документ, который был дан на подписание российскими войсками, российским руководством, начальнику смены и, руководству, скажем так, Чернобыльской станции, украинской стороне. Значит, документ этот был дан в приказном порядке, и было выдвинуто следующее условие. Либо вы подписываете, либо вы едете с нами. То есть, либо вы подписываете, либо мы тупо берем вас в плен. То есть, подписание происходило фактически под дулом автоматов, и это объективный факт, который, собственно, уже озвучил и сам начальник смены. Причем озвучил открыто. И, соответственно, это невозможно, данный документ, он в будущем не будет никак серьезно воспринят. Более того, будет проведена ревизия полная всего украденного, всего размародеренного, будет составлен полный акт, и за все это в конечном счете придется платить. Причем придется платить кому? Правильно, российским налогоплательщикам. Больше, собственно, платить некому. Путин же не на свои воюет, он же воюет на ваши, как бы. Собственно, по поводу мародерства. Остановимся на этом поподробнее. Я прекрасно понимаю, что многим подписчикам или зрителям из России, даже не то что кремлеботам, а даже адекватным людям, неприятно об этом слышать, но вы должны понимать, что это правда, что это так. И более того, это не просто какие-то единичные случаи, это абсолютно массовое явление, подтверждений которому в интернете тысячи, просто тысячи. Берете, пользуетесь Google поиском или поиском в YouTube и смотрите своими глазами, как это происходит. Однако коснемся подробнее именно Чернобыльской зоны. Всего, конечно, перечесть не удастся, однако я еще в первые дни говорил, кто следит за выпусками, тот наверняка помнит, что я говорил, что они воруют, грузят к себе на грузовики буквально все. Вот, начиная от электрочайников, заканчивая сложным оборудованием и плазменными телевизорами, компьютерами. Так вот, все это имеет место быть. Кроме того, на Чернобыльской станции мало того, что они оттуда все утащили, все, что имело хоть какую-то ценность. Когда они уходили, они сказали работникам, чтобы они не покидали помещение и заявили, что территория может быть заминирована. Вот, таким образом, работники не могли выйти и как-то, собственно, даже поснимать или просто даже покинуть свои помещения по одной простой причине – из-за страха. Что еще интересно, так это то, что они размародерили лабораторию в Чернобыле. Об этом я уже говорил ранее. И более того, даже размародерили, там есть хостел, такой как бы отель небольшой в городе Чернобыль. Они размародерили и его. И когда кремлеботы будут писать комментарии о том, что типа, как же так, я вам открою тайну, что ЧАЭС и Чернобыль – это не одна и та же локация. Чернобыльская станция и город Чернобыль – это две разные локации. И когда кремлеботы пишут, что это сами же работники все разворовали, вот, и вообще там, короче, весь вот этот вот бред, когда можно видеть в комментариях, они забывают, что работники не имеют возможности покинуть территорию Чернобыльской станции. А это значит, что, собственно, и в Чернобыль, в город, они попасть не могут. И размародерить в Чернобыле что-либо вообще тоже они не могут. Это могут сделать только российские военные, потому что кроме них там никого нет. Вот как-то так. А те единичные люди, самоселы, которые там пооставались, а такие есть, им запрещается выходить, покидать дома. Просто под угрозой расстрела. То есть они все это время фактически просидели у себя во дворах, вот, имея, кроме того, кучу неприятного опыта общения с российскими захватчиками. И все вот эти вот факты, все факты мародерства и воровства, они все будут четко задокументированы, и потом будет представлен подробный отчет, и в международных судах, естественно, будет принято правильное решение. Об этом можно даже не думать, и в этом можно даже не сомневаться, потому что, просто потому что. Просто потому что. Вот. Посмотрите на то, что творится в мире, и поймете, почему будет принято правильное решение. И платить придется, вот и все. Просто придется платить.
Вот, как-то так. Далее, город Славутич. Славутич, он освобожден от российских военных, то есть они попросту уехали в Беларусь. Дорога, ну, можно сказать, что дорога свободна. Сейчас там двигаются волонтеры. Тот, кто пишет, что типа это Россия доставляет туда гуманитарку, никакую гуманитарку Россия туда не доставляет, туда доставляет гуманитарку люди на частных авто, на бусиках. Вот, они ездят в Киев и возят, как-то стараются помогать, потому что ситуация в Славутиче долгое время была, ну, мягко говоря, сложной. То есть у людей попросту закончилась еда. И многие готовили на улице, особенно вот когда было отключение электричества. Вот, и город почти неделю жил вообще без электричества. Люди готовили еду на улицах, кто как мог. Вот будет сейчас фотография. Вот на этой фотографии мой друг, лицо я скрыл, естественно. Вот он готовил еду, собственно, вы можете видеть, каким образом. Кроме того, что еще нужно радостного сказать? Новость. Иванков освобожден от российских захватчиков. И это прекрасно. Это, блин, отличная новость. Это новость, которая вот-вот. Это произошло буквально только что. То есть там сейчас еще ведутся какие-то одиночные тактические мелкие бои, но российские войска выбиты и отступают. И это отлично. То есть такая новость с утреца – это как раз то, что нужно. Собственно, пока что все. Следим за новостями. Если что-то будет еще новое, я обязательно дам вам знать. Слава Украине! Ах да, в качестве постскриптума. Последнее. Я увидел новость о том, что была атака на нефтебазу в Белгороде. И как там у людей подгорает беспощадно. Зато как все эти же люди писали «Россия вперед», когда Россия бомбит наши украинские города, убивает наших украинских граждан. А теперь им это не нравится. Однако я хочу заметить не этот момент, я хочу отметить другое. Ведь уже 6 марта появились сообщения, что вся украинская авиация уничтожена. Тогда вопрос, каким образом Украина могла бомбить с вертолетов нефтебазу в Белгороде, если авиация уничтожена? Ну, это ведь логичный вопрос, не так ли? Если у Украины авиации нет, и она вся уничтожена, тогда и бомбить она с вертолетов Белгород не может. Тогда, я думаю, всем стоит вспомнить рязанский сахар. Кремлеботики.